Взгляните на список этих мировых брендов. Кофе Nescafe, шоколад KitKat, быстрые завтраки Nesquik, корм для животных Purina, вода Vittel и десятки других. Такие разные, но такие знакомые. А знаете, что их объединяет? Что они принадлежат одной швейцарской компании – Nestlé. Эта корпорация с милой птичкой на логотипе – крупнейший монополист, который владеет 2000 брендов в 188 странах мира. В производство еды под эгидой Nestlé вовлечены миллионы людей на планете, от топ-менеджеров в дорогих костюмах до детей, которые собирают какао-бобы в жарких странах Африки. Что? Какие еще дети? Ведь Nestlé — это самый дорогой продуктовый бренд на планете, в рекламе которого снимаются мировые звезды, а штаб-квартира корпорации находится в самом центре Европы на берегу живописного швейцарского озера. Но вы сильно удивитесь, когда узнаете, что скрывается за этой картинкой. Как Nestlé от небольшого заводика в городке Виве выросла в транснациональную компанию с миллиардами долларов прибыли. Как компания, которая создавалась для борьбы со смертью, стала ассоциироваться с чистым злом. И кого она поглотила на этом пути, и как целые страны стали жертвами ее маркетинга. Давайте же узнаем, как огромные корпорации идут на все ради получения прибыли, и почему Nestlé — это отличный пример того, как меняется лицо крупнейшего бизнеса. Перед вами очень необычный график. Всего 200 лет назад каждый пятый ребенок, рожденный в Европе, не доживал и до 1 года. Сегодня такого ужаса нет даже в самых бедных странах мира. Так в чем же причина? А в том, что 200 лет назад по всей Европе гремит промышленная революция. Люди массово переезжают в города, где живут в тесных трущобах без чистой воды и нормальной канализации. И еще недавно они трудились в деревне, а теперь идут работать на заводы, в том числе и женщины. И в этих тяжелых антисанитарных условиях многие младенцы не получают достаточно грудного молока, а для детей в первый год их жизни это критически важно. И в это время в маленьком швейцарском городке Виве местный фармацевт Анри изобретает средство, которое решит эту проблему. У Анри самого в детстве от болезней и недоедания умерло 6 братьев и сестер. Поэтому спустя несколько лет экспериментов он придумывает микс из коровьего молока, пшеничной муки и сахара, в который достаточно добавить воды, и вот заменитель грудного молока готов. Продукт получит простое название – детская смесь Анри Nestlé, в честь своего изобретателя, а логотипом станет семейный герб Анри – гнездо с птенцами. Новый продукт охотно раскупают по всей Европе. За первый год было произведено почти 9000 банок смеси, а 6 лет спустя это число перевалило за 600 тысяч. Но сам Анри был уже пожилым человеком, поэтому за 1 000 000 швейцарских франков он продал свой завод и все права на бренд Nestlé и ушел на пенсию. И сделал он это очень вовремя, потому что у Nestlé появился местный конкурент – англо-швейцарская компания, которая занималась производством сгущенного молока и тоже успешно продавала свой товар по всей Европе. Видя успех детской смеси, конкуренты изобрели свою рецептуру и отхватили себе кусочек нового рынка. В ответ на это Nestlé запустила производство сгущенного молока, и так началась конкурентная война. Вы просто взгляните на рекламные постеры двух компаний в конце 19 века, что называется «Найдите 10 отличий». И эта конкуренция длилась 30 лет, пока в 1905 году швейцарское правительство не положило ей конец и не объединило производителей в крупнейшую компанию западного мира. К этому моменту она имела заводы в Европе и США, а в 1911 году открыла крупнейшее в мире производство сгущенного молока, да не где-нибудь, а в Австралии. И когда через 3 года начнется Первая мировая война, безопасное производство в далекой Австралии станет идеальным поставщиком для военных госзаказов западных стран. А сгущенное молоко окажется прекрасным армейским продуктом. Оно не портится, может легко перевозиться и обладает отличной калорийностью. Великобритания даже агитировала своих граждан посылать на фронт солдатам банки сгущенки именно от компании Nestlé. Но ведь как подданный короны может пить чай без молока, пусть даже и на войне? Конечно, такой спрос сыграл Nestlé на руку. К концу Первой мировой компания увеличила свое производство вдвое и к 1918 году уже имела 40 фабрик по всему миру. И теперь Nestlé стала одним из мировых лидеров по производству питания и вышла на новую ступень. Ей надо было срочно расширять свой ассортимент помимо сгущенного молока, чтобы упрочить свое положение.
И тут оказывается, что в том же городке, где начиналась история Анри Нестле, местный кондитер изобретает то, что сегодня любят дети по всему миру. Он добавляет в шоколадную массу сухое молоко и получает молочный шоколад. И в 1929 году, когда из местного небольшого производства этот кондитер создает крупнейшего производителя шоколада Швейцарии, компанию Петер и Колер, Нестле его успешно поглощает, и вновь швейцарское правительство одобряет эту сделку, потому что она укрепляет доминирующее положение Нестле не на внутреннем, а на мировом рынке. А еще через несколько лет Нестле придумает один из самых популярных сегодня продуктов. К компании обратится правительство Бразилии, экономика которой страдала от перепроизводства главного экспортного продукта страны – кофе. Зерен в хранилищах было собрано так много, что страна просто не успевала их продавать, и они портились. Nestlé должна была придумать, как переработать кофе, чтобы сохранить его вкус и аромат. И через 7 лет химических испытаний Nestlé добилась успеха. Компания изобрела растворимый кофе под названием, который вы все прекрасно знаете – Nescafé. Но это я рассказываю вам такую гладкую и удивительную историю успеха, а на самом деле за ней стоит труд вполне конкретных людей в компании Nestlé. В том числе важную роль в развитии бизнеса играют операционные директора. Они налаживают процессы в компании так, чтобы сотрудники и гендиректор не тратили деньги и время впустую. И если вы хотите научиться снижать затраты бизнеса, узнать современные инструменты автоматизации и уметь разрабатывать долгосрочную стратегию развития компании, то обратите внимание на курс «Операционный директор» от Академии Эдисон, который подойдет не только действующим директорам компании, но и руководителям подразделений, менеджерам и даже собственникам бизнеса. Вы пройдете 320 уроков и решите 34 бизнес-кейса, то есть не только изучите теорию, но и на практике примените полученные знания на кейсах реальных компаний. А главное, что курс ведут эксперты с опытом работы в крупном бизнесе. Например, Исхак Адизес, по методикам которого работает Coca-Cola, и Ринат Мухаммед-Валеев, коммерческий директор «Перекрестка». Доступ к материалам вечный и открыт сразу. Вы можете смотреть лекции в любом порядке. Выбирайте, что для вас актуально прямо сейчас, и применяйте новые знания и инструменты в вашей работе сразу же. А в течение года на связи будет личный куратор, которому можно задать любой вопрос по программе. Так что не упустите свой шанс развития карьеры и повышения прибыли. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и научитесь налаживать бизнес-процессы на курсе «Операционный директор» от Академии Эдисон. А по промокоду OPERDIR вы получите скидку на обучение 65% и второй курс в подарок. Да, и про налоговый вычет не забудьте, с его помощью можно вернуть еще 13% от платы за курс. Ну а мы возвращаемся к истории корпорации Nestlé. Во время Второй мировой войны компания Nestlé поставляла на фронт не только сгущенное молоко, как это было 20 лет назад, а еще шоколад и растворимый кофе. И если вы посмотрите на плакат времен той войны, то увидите, что в руках у солдата там будет как раз шоколадка от Nestlé, ведь это настоящая еда для сражений, полная калорий. А саму компанию на плакате ненавязчиво называют величайшим производителем шоколада. И что важно, Nestlé поставляет продукты всем, и союзникам, и гитлеровской Германии. Компания-то базируется в нейтральной Швейцарии, так что, извините, просто бизнес. И по итогу, если в 1938 году оборот компании был $100 миллионов, то к концу самой разрушительной войны в истории эта цифра была уже в 2 раза больше. И мало того, что война сама по себе оказалась для Nestlé крайне прибыльным делом, она сформировала массовый слой потребителей ее продукции. Солдаты на фронте привыкли к кофе и шоколаду, а потому продолжили покупать их и после войны. А еще пока мужчины были на фронте, в тылу трудились женщины. И в 50-е годы этот тренд сохранился. Женщины начали отходить от традиционной домашней роли и чаще идти работать. И вот теперь-то мы подходим к самой интересной части нашей истории. Самое время вспомнить детскую смесь, с которой все начиналось. Окончание Второй мировой войны – это время, когда происходит перелом в западной культуре. Многие женщины меняют роль домохозяйки на роль наемного работника. И компания Nestlé дорабатывает рецептуру своей детской смеси и запускает рекламу, где приравнивает свой продукт к грудному молоку. Так что, если у женщин теперь меньше времени на детей и они хотят идти работать, то не беда, пусть просто купят готовую смесь.
И массовая реклама дала прекрасные результаты. Исследования хорошо показывают, как доля младенцев, которых кормили готовой смесью, росла с каждым годом после войны. И когда же Nestlé поняла, что в Европе и США продукт расходится хорошо, она начала искать дополнительные рынки сбыта в третьих странах – Африке, Латинской Америке и Азии. Ведь именно там живет больше всего населения на планете. Именно там самая высокая рождаемость, а значит, самый лакомый кусок для Nestlé. Однако в этих странах о продуктах Nestlé никто-то и не знал, и женщины традиционно кормили детей грудью. Но, к счастью, в той же Африке практически не было школьного образования, и такое население было прекрасной аудиторией для рекламы. Поэтому Nestlé ударилась в агрессивный маркетинг. Рекламировали, что кормят грудью только бедняки, и что это вообще уже прошлый век. В прогрессивных странах женщины давным-давно перешли на смесь. Ну, вы только посмотрите, какую рекламу по радио запускали в Конго в 50-е годы. В страхе женщины кинулись покупать это чудо-средство, и по итогу продажи в Конго выросли на 85%. И думаете, что за такую рекламу компанию осудили? Да никто и ухом не повел. Тем более, что Nestlé поставляла в местные больницы и родильные дома оборудование и строила новые здания. В обмен требовалось всего лишь рекомендовать пациентам смесь от Nestlé и давать им бесплатные пробники. Ну а раз сам врач советует смесь, то тут уж действительно всему поверишь. Но одним из самых мощных инструментов продвижения продукта Nestlé стали даже не врачи, а медсестры, которые работали у компании на проценте. Эти промоутеры в белых халатах пробирались в родильные дома и выписывали домашние адреса матерей. Все, чтобы найти их, дать им бесплатный пробник и подсадить на детскую смесь. Такими методами компания создала потребность там, где ее не было, подсадила потребителя на свой продукт и убедила рынок в своей незаменимости. Ну и опять же, что в этом такого? Бизнес есть бизнес. Но есть два важных нюанса. Во-первых, мы говорим о странах третьего мира, где цена кормления ребенка смесью вполне могла съедать половину доходов семьи. Поэтому покупка новой баночки со смесью становилась проблемой. На ней начинали экономить и разводить смесь с большим количеством воды, уменьшая нужную пропорцию. А вот второй нюанс в том, что бедные регионы, и Африка в особенности, не славятся своей чистой питьевой водой. Африка — это вообще континент, на котором из-за грязной воды умирает даже сейчас больше всего людей в мире. А теперь добавьте в это уравнение, что африканская кухня выглядит как кастрюля, которая стоит на улице на костре. И получите, что в бедных странах детей кормили не оригинальной смесью, которая и в идеальном-то состоянии не может заменить грудное молоко, а совсем непонятной субстанцией. И бизнес Nestlé в бедных странах процветал бы и дальше, если бы в 1974 году благотворительная британская организация не выпустила разоблачающую статью с кричащим названием. В ней подробно описывалось, как Nestlé продвигала свою смесь в ущерб грудному питанию, как она использовала медсестер для рекламы и как подсаживала матерей на свой продукт через бесплатные пробники. А в 2018 году ученые из Кембриджа посчитают, что в результате действий Nestlé в бедных и развивающихся странах за 55 лет погибнет примерно 11 миллионов детей. Когда же обличительная статья будет опубликована в середине 70-х, ее тут же подхватят журналисты. Материал переведут на другие языки мира, в том числе и немецкий, и в развитых странах начнутся массовые бойкоты продукции компании. Yes or no? What is your position? Not, but we cannot cope with that. You can't have that responsibility? No. Скандал дошел даже до того, что в 1981 году в Всемирной ассамблее здравоохранения был принят особый международный кодекс. Отныне было нельзя раздавать пробники смесей и говорить вообще о ее преимуществах перед грудным вскармливанием. Что сделали в Nestlé? Ну, формально они включили этот кодекс в свою стратегию. Но когда вы монополист на постоянно растущем рынке с неограниченным потенциалом сбыта, это все мелочи. И не прошло и 4 лет, как Nestlé заметили в раздаче пробников в азиатских странах, и бойкот возобновился. И Nestlé сегодня, как и другие компании по производству детского питания, продолжают рекламировать свою продукцию совершенно различными способами. Однако, даже эта история со смесью — лишь часть общей мозаики. Давайте мы с вами перейдем на следующий уровень. Возможно, компания Nestlé ассоциируется у вас с шоколадом. KitKat, Nesquik и многие другие бренды — это все продукты от Nestlé. Но вы когда-нибудь задумывались, как шоколадка оказывается у вас в руках?
Шоколад делают из какао-массы, а она, в свою очередь, получается из вот таких вот какао-бобов. Их семена обсушивают, обжаривают, а потом измельчают. После добавляют сахар, эмульгаторы и получают тот самый шоколад. Нюанс в том, что растение, на котором растут какао-бобы, дает урожай лишь в определенных климатических условиях. Лучше всего ему подходят тропические леса Кот-д'Ивуара и Ганы. И один лишь Кот-д'Ивуар дает почти половину всех какао-бобов в мире. Но добыча какао-бобов – это очень трудный ручной процесс. Бобы растут хаотично близко к стволу дерева, поэтому толстую кожуру приходится разрубать мачете и руками доставать бобы, чтобы не повредить дерево. Бобы нужно правильно обработать, а потом доставить по всему миру из отдаленных регионов. И если сэкономить на логистике трудно, то на производстве гораздо легче. Потому что люди в Кот-д'Ивуаре и Гане живут очень бедно, и труд там крайне дешевый. А из-за нищеты на плантациях работают не только взрослые, но и дети. И, конечно, мировые производители шоколада всегда знали об этой проблеме. Однако пока о ней не начали писать журналисты, компании ничего не делали. И только в 2001 году крупнейшие производители шоколада, включая Nestlé, подписали с Международной организацией труда особое соглашение, в котором говорилось, что компании приложат все усилия, чтобы к 2005 году детский труд пропал из индустрии. Nestlé даже заключила договор с организацией Fair Trade, которая контролировала, чтобы на плантациях не использовали детский труд, и даже выпустила шоколадку KitKat с маркером правильного продукта. Но в 2020 году сотрудничество внезапно прекратили, и Nestlé решила закупать какао-бобы у другой организации. По словам компании, это было сделано, чтобы расширить сертификацию и на другие продукты, чтобы они тоже были произведены из правильных какао-бобов. Но за красивыми словами в бизнесе всегда надо искать числа. Если у Fair Trade Nestlé покупала какао-бобы по $240 за тонну, то у нового контрагента всего лишь за 180. Интересно, а за счет чего бизнес смог так сильно снизить закупочные цены? Вопрос, конечно, риторический. Кстати, всего за 18 лет борьбы с детским трудом на решение проблемы было потрачено $150 миллионов. Однако за один только 23 год индустрия наторговала шоколадом на 123 миллиарда. И проблема тут, конечно, не в шоколаде, ведь сами родители отправляют детей на какао-фермы, чтобы те могли заработать лишний доллар. Отследить этот детский труд практически невозможно. Ребенок на плантации, так это просто сын или племянник добровольно помогает родителям. Вишенка на торте в том, что выращивание какао-бобов связано не только с использованием детского труда, но и с вырубкой лесов. Шоколадные деревья сажают под кронами высоких тропических растений, чтобы защитить их от солнца и от ветра. И это привело к тому, что нелегальные плантации стали появляться в заповедниках по всему Кот-д'Ивуару. Примерно треть заповедников страны засеяны какао-деревьями, и добыча бобов ведется нелегально. Ну вы просто взгляните, как всего за 20 лет истощились леса страны. И как будто этого мало, давайте я добью вас еще одной историей. Как вы думаете, кто владеет запасами питьевой воды на нашей планете? Государство? Частные компании? А может быть, все человечество? Интересный ответ на этот вопрос дал бывший директор компании Nestlé Питер Брабек. В 2005 году он скажет буквально следующее. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel sollte das einen Marktwert haben. Ich persönlich glaube, es ist besser, man gibt einem Lebensmittel einen Wert. И хотя через несколько лет Nestlé выпустит официальное видео, в котором Брабек скажет, что его просто неправильно поняли, I've always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. Эту оговорку он допустил неспроста. Ведь Nestlé, что тогда, в 2005 году, что сегодня, лидер среди производителей бутилированной воды. Поэтому для компании разговоры о доступности воды для людей тесно связаны с ее бизнес-интересами. И в момент оговорки своего директора Nestlé уже открыла один из первых заводов по производству воды в Пакистане. Открыла тоже не наобум, а потому что в этом регионе есть не только огромное население и дешевый труд, но и проблемы с доступом к питьевой воде. То есть спрос на воду в этой местности сильно превышает ее предложение. И это ли не идеальный рынок сбыта?
А благодаря уже проверенному подходу со смесью, Nestlé знала, как завоевывать бедные рынки с малообразованным населением. Компания рассказывала, как вредно пользоваться грязной водой, а в конце своих обучающих семинаров рекламировала бутылочки Nestlé Pure Life. И так всего за первые полгода продаж Nestlé захватила половину всего рынка бутилированной воды в Пакистане. И, возможно, все было бы прекрасно, если после теракта 11 сентября Соединенные Штаты не начали войну с Аль-Каидой в соседнем Афганистане. И вот для снабжения американской армии питьевой водой Nestlé открыла рядом еще один завод. И когда для этих поставок Nestlé начала качать воду с удвоенной силой, в ЮНЕСКО забили тревогу, предупреждая о том, что в Пакистане истощаются грунтовые воды. Да и, честно говоря, средний житель Пакистана не мог позволить себе больше эту воду покупать. В 2002 году цена 1,5-литровой бутылки была равна цене ужина на 4 человек. Однако Nestlé заявили, что тот факт, что не все могут себе позволить нашу воду, это печально, но значит ли это, что мы вообще не должны ее продавать? И сегодня Nestlé, конечно, продолжает производить бутилированную воду в Пакистане, потому что договоры уже подписаны на долгие годы вперед. И вы не поверите, но это далеко не полный перечень всех событий. Помимо этих спорных историй, Nestlé производила макароны со свинцом в Индии, сотрудничала с диктатором Зимбабве и выбивала долги с правительства Эфиопии. Об этих случаях я отдельно рассказывал в Телеграме, переходите, почитайте. Но вопрос-то открыт. То есть Nestlé — это что, компания зла, которая находится в самом сердце западной цивилизации и занимается порабощением стран третьего мира? Конечно, это громкие слова. В любой компании работают обычные люди. Их цель — увеличить количество клиентов и заработать как можно больше денег. И делается это в тех условиях и ограничениях, которые перед компанией ставит общество. И почти у каждого крупного бизнеса с такой долгой и сложной историей, как у Nestlé, от Coca-Cola до Chanel, поверьте, есть что скрывать. И я ни в коем случае не оправдываю подходы Nestlé в захвате рынков, но на примере этой корпорации хорошо видно, как бизнес меняется под влиянием общественного мнения. Всего 50 лет назад компания продвигала свой продукт через врачей и медсестер, а сегодня, после череды скандалов, рекламирует полезность грудного вскармливания. Не без помощи Nestlé количество работающих детей на какао-плантациях сократилось на 300 тысяч за последние 12 лет. Nestlé восстанавливает национальные парки Кот-д'Ивуара и покупает молоко у местных производителей, поддерживая тем самым местный бизнес. Компания создала миллионы рабочих мест и изобрела огромное количество продуктов, которые упрощают нашу жизнь. И сегодня ее капитал может быть использован на благо общества. Вопрос только в том, а изменилось ли это общество за последние 50 лет? Друзья, большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь им с друзьями. За его выход я хочу сказать отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Кстати, там вы можете купить мою книгу по экономике. Ну а мы встретимся с вами в следующем видео.